Представители знака зодиака Водолей. Водолей, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И у нас колода добра. Очень красивая прорисовка из позиции позитивной психологии. Карты нас приглашают, чтобы мы были чуточку добрее к самим себе, к своей душе, милосердней к своим желанием. И, кстати, 12 числа новолуние в Стрельце. И Стрелец, как известно, великий оптимист. И вот это новолуние мы все прочувствуем. Почему? Потому что как будто захочется больше сосредоточиться на своих желаниях, и к этому будет больше сил, больше оптимизма, больше позитивной какой-то энергии. И вымести какой-то ментальный мусор нас тоже предлагают с учетом этого новолуния. Но Юпитер и Уран у нас в ретро-движении, в знаке зодиака. Телец, это не теперь, это уже давно. И это подходит к концу, до конца года все закончится. Но с 13 числа Меркурий уходит в ретро-движение, пробудет до 2 января. Не самое лучшее время делать крупные покупки. Вот есть такой момент. Могут ваши планы внезапно поменяться за счет Меркурия. Или деньги, кстати, задерживаться. Надеюсь, этого не будет. Всем хочется вовремя получить, правда, свои денежки, потому что время такое, конец, вторая половина декабря, она как раз очень нуждается в финансовых поступлениях. Мы все нуждаемся, прямо скажем. Поэтому, ну, будем где-то расчетливые, не без этого нам придется быть где-то продуманными с учетом всей этой ретроградности. Но и какая-то история у вас может о себе напомнить. Но больше позитивной энергии. Повторюсь. Итак, давайте будем смотреть. Что важно знать? Или чему вы будете больше внимания уделять? Может быть, какой сфере жизни? Или в целом фон недели, настроение? Чего не избежать, неожиданности, с которыми вы столкнетесь? Чему сейчас не время или что может просто помешать? А что будет помогать? Ладно, 2 карты. И что скрыто? По основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергетику посмотрим. Энергия финансов, что на эту неделю. И личная жизнь. Давайте узнаем, что важно знать. Что в приоритете? Королева воды. Вы сами, мои дорогие. Это колода добра именно в карте королева воды. О любви к самому себе. О самодоверии. О внимании, может быть, к своим желаниям. В хорошем смысле. У кого-то это проиграется, как уделить внимание, может быть, даже собственному имиджу, своему здоровью, чтобы быть бодрым, да, то есть какую-то профилактику. У кого-то, может быть, в бассейн пойду, похожу. Ну, вот есть что-то такое, когда именно оно замыкается на вашей личности. Может быть, это решение какого-то вопроса, когда вы будете задавать себе словно, ну, такую дилемму, да, тебе это нужно, тебе это важно, что ты от этого дела или от какого-то решения вопроса получишь. Это вообще сильная самооценка, мудрые решения, организация какого-то дела. И иногда проходит, когда, знаете, мы должны с кем-то договориться, и у нас как будто хватит дипломатии и интеллекта, и красноречия, кстати, тоже сделать как-то очень гибко, гладко и в том ракурсе, как мы хотим. Но, безусловно, по королеве воды всегда идет умение приспосабливаться, адаптироваться, мои дорогие. Вот этого отменить невозможно. Значит, более в мягких энергиях, и тогда мы сами себе каких-то проблем, может быть, не создадим. И такое тоже может быть. Неожиданности. По 5 воздуха, да, гибким придется быть. Посмотрите, какая красивая карта. Девушка, ангелочек. Танец на пуантах, на канате. И приходится балансировать, адаптироваться где-то к ситуации. Может быть, с учетом каких-то новостей. Для кого-то просто перемена планов ваших или коррекция этих самых планов. То, что я себе распланировал, здесь придется так этот самый план словно причесать. Может быть, это касается людей, с которыми вам придется договариваться. И у вас получится совершить этот танец, хотя он сам по себе потребует терпения, выдержки,
где-то выносливости и полное отсутствие эмоций. Посмотрите, обе карты холодные. Это будет вам сразу помогать. Вообще по пятерке воздуха это те новости могут прийти, которые еще ненадежные. То, что выглядит или мы слышим в первую минуту, или как образ у нас какой-то создается, это не есть на самом деле так. Здесь словно предоставить возможность ситуации развиться каким-то своим чередом. И все со временем станет по местам. Поэтому, может быть, нам и говорят, балансировать придется. Чему сейчас не время? Огню, посылу, импульсу, когда мы собой рискуем или настаиваем на своем, или надеемся на Его Величество случай, что нам где-то повезет, на то, что начинаем, допустим, кому-то что-то доказывать или, знаете, проявляем в том или ином вопросе настойчивость. Или, может быть, вы с чем-то и не согласны, но транслировать как будто точно не на этой неделе. Вот эти две карты, которые предыдущие, они уже вот сам по себе какой-то импульс настойчивости исключают, понимаете? Здесь нам это каким-то образом может дважды, видимо, помешать. Мы можем себе какие-то трудности создать, понимаете? Оставаться верным своим принципам придется, но это не значит, что мы будем доказывать, что мы правы. Вот как будто так. Что же помогает, мои дорогие? Восьмерка воды. Отшельник. Обе карты. По восьмерке воды мы ищем выход, и мы его находим. Для кого-то из вас это часто уход, может быть, да? Может быть, действительно на работе какая-то ситуация завершается, или вы завершаете работу и переходите на другую, либо вообще работу, либо со сменой должности это будет связано, либо вы переезжаете, буквально перемещаетесь, или у вас на этой неделе, может быть, встанет вопрос, что я буду работать на том участке работы, где моя деятельность будет связана с командировками. У кого-то это тоже может проиграться. Или может проиграться та ситуация, когда вы действительно задумаете ехать куда-то очень далеко. Или найдете, допустим, вы ищете по объявлениям работу, и вам будет предложено где-то в другой местности. Ведь такое тоже может быть. А по отшельнику нам говорят, что помогает. Передышка. Не тормоши себя. Тут по отшельнику быстро не пройдешь, правда? Вот эти все карты, которые мы с вами озвучили уже. Посмотрите, очень красивая, кстати, карта «Отшельник». И здесь нам двери показаны. И ключи как будто вверху, над дверью. Все придет в свое время, нам говорят. Не торопись. Здесь больше какая-то перегруппировка, самонаблюдение и отступление. По этой карте как будто двери пока закрыты. Ключи, они в твоих руках. Но сейчас ты эту дверь как будто не откроешь. Отступи, не торопись. И это тоже где-то восьмерка воды. Это все то, что помогает. Ведь это старший аркан. Тут сколько какую-то ситуацию не продавливай, все равно не будет вот так, как на этой неделе, по крайней мере. Это не такой большой срок, так как вы хотите, Водолей, правда? Тут все как-то может, обстоятельства, например, поменяются и сложатся, может быть, для вас даже в больше плюс. Все же старший аркан. Так или иначе, может быть, обстановка, в которой вы находитесь, она тоже на вас влияет. Поэтому здесь как ни конфликт не разжигаем, как уходим от какой-то непонятной ситуации, как будто именно выйти, может быть, и по-английски придется из какого-то дела, много не говоря, не объясняя, а может быть и придется как балансировать, придумать какую-то выдуманную причину, не называя правды, либо выйти, опять же, из какого-то двойственно-мутного дела. И это тоже будет все помогать. Буквально ретироваться. И такое для кого-то проиграется. Будьте внимательны, правда. Ну вот карты вам говорят, что больше на себе как будто сконцентрируйся, и это тебе тоже будет в плюс. Нужно ли мне заниматься тем или иным делом? Может быть, этот вопрос, как свои позиции нужно защищать. Что скрыто? По восьмерке воздуха тут, знаете как, сказать, что кто-то от вас что-либо скрывает, нет. Скорее всего, вот как по аркану отшельник, это сама обстановка.
еще не способствует тому, чтобы мы в какую-то логическую цепочку развития событий выстроили. Тут как будто не получится. По этой карте мы как будто не спорим, ничего не отрицаем. Больше видим вещи такие, какими они есть на данный момент. По этой карте нам предлагают больше как будто ясности внести. Но это что скрыто? Вот эта самая ясность, она пока на этой неделе словно за кулисами. Поэтому, может быть, и нам говорят, ты не торопись. Тут все придет в свое время. Дела, работа, бизнес. Двойка земли. Да, действительно, придется где-то как и лавировать, может быть искусным манипулятором, но сидеть на двух стульях, правда, вот я иногда говорю про эту карту, и вашим, и нашим. А если не вашим и не нашим, а просто вот даже уйти и каким-то хитрым образом, я не исключаю, мои дорогие водолеи, что придется и хитрить где-то. Но не хитрить так по-крупному, да, лучше уже где-то схитрить, чем настаивать на своем, упереться в стену и разжечь какой-нибудь конфликт. А вам нет, вам как вот этот ангелок на пуантах, на канате, вот такой танец какой-то. Это не есть в течение всей недели, но может быть один эпизод, который вам даже запомнится на этой неделе, как раз может быть, когда и выдержка, и хладнокровие где-то, и умение договариваться для вас играют очень хорошую службу. Вообще, знаете, отчасти карта еще о чем говорит. Баланс, нам говорят, между отдыхом и работой. Может быть, для кого-то из вас, правда, себя не тормошите. Но тут не имеет смысла. И карта-то королева воды о любви к себе. Мы с этого начали. Поэтому как и педалировать какую-то ситуацию, так и какую-то суперактивность проявлять, ну, точно не на этой неделе. Как будто и овчинка выделки не стоит. Да, и обстановка какая-то еще не вполне проясненная. Зачем себя тормошить? Финансы, первосвященник. Тут что-то прямо, знаете, вот, к примеру, деньги, которые задерживались, вы их можете получить. Вообще, первосвященник или карта Иерофанта в других колодах нищий не бывает, поэтому как будто деньги есть. Но будет очень важно не просчитаться с чем-то. Потратить правильно. Для кого-то из вас это могут быть буквально траты на обучение. Или вы будете проплачивать, может быть, за обучение детей. Может вполне такое быть. Или по этой карте нам говорят, знаете, но все-таки хоть и деньги есть, но мы их не тратим. Здесь какой-то прошлый опыт мы не должны повторить. Или сама по себе карта приглашает нас научиться на чужом опыте. Может быть, если, к примеру, вы слышите какую-то ситуацию, кто-то вам историю рассказывает, как он неудачно вложил деньги, примите к сведению к себе. Или как оказался в какой-то ситуации, когда, ну, тоже просчитался, может быть, тот или иной человек с финансами. Здесь какой-то опыт через людей как будто к нам приходит. И если вы мудры, это карта мудрости в первую очередь, и умение слышать, вот, то тогда мы, может быть, решим какой-то вопрос более удачно для вас самих, мои дорогие. Но с деньгами аккуратно. Тут и планетарно, то и по первосвященнику тоже. Но деньги как будто есть. Туз огня. Шикарная карта. Карта победы. Карта удачи, карта счастья. Вот посмотрите, туз огня. Может быть, с оптимизмом, с каким-то новым вдохновением будете готовиться к праздникам. Вообще, эта карта, когда мечта у нас воплощается в реальность. И значит, у вас действительно что-то может быть хорошее по части либо ваших личных свершений, или что-то стоит, может быть, вы чувствуете, что да, вот у меня какое-то дело получится. И, может быть, и сведения какие-то тоже приходят. Но сказать, что мы торопимся, вот как будто нет. Значит, творческие планы нужно сохранять, если таковые имеются. По этой карте уходят страхи, когда больше у нас уверенности, больше чего-то удается. И вот через личную жизнь, почему я говорю, как само по себе уверенность, вдохновение, радость, когда больше позитивного настроя и есть желание что-то осуществлять. У вас смена, как будто на одной неделе энергии может произойти. Начинается, ну, может быть, центр
как мы сказали, любовь к самому себе или самой себе. Где-то пришлось балансировать, ну, где-то, может быть, и выйти из скользкой ситуации. Но есть и то, что вас радует, мои дорогие водолеи. И у кого-то это через личную жизнь, а у кого-то через творческий проект. Так тоже может быть. Или отчасти, ну, где-то может сказать туз огня с учетом карты первосвященника, когда, правда, вы получите какую-то сумму денег, которая вам причиталась. И тоже вас она, безусловно, обрадует. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.